Автобусная остановка у станции метро выглядела обычно. Тусклая, с облупленной краской и исписанная граффити. Под навесом стояли люди, молчаливые, погруженные в свои мысли и переживания. Мокрый асфальт отражал серое небо, а мелкий моросящий дождь придавал утру особенно гнетущий оттенок, словно создавая атмосферу неопределенности и тоски. Среди взрослых, сосредоточенно уткнувшихся в телефоны, выделялась пара. Женщина в ярко-зеленом пальто и маленький мальчик в синем дождевике с капюшоном. Мальчик был слишком тихим для своего возраста, его лицо не выражало эмоций. Его глаза, большие, настороженные, метались по сторонам, будто искали поддержку и понимание. Он стоял рядом с женщиной, почти не двигаясь, скованный страхом и неуверенностью. Даже когда слегка переступил с ноги на ногу, она крепче сжала его запястье, как будто боялась, что он исчезнет. Это выглядело странно и настораживающе. На противоположном конце остановки стоял Илья, молодой спасатель, недавно вернувшийся из экспедиции на севере. Он направлялся домой, мечтая о горячем супе и тишине, но его мысли были далеки от будничного спокойствия. Его взгляд случайно скользнул по лицу мальчика. Что-то в выражении детского лица заставило его задержаться. Слишком серьезный, слишком неподвижный, будто затаивший дыхание в ожидании, когда же наступит перемена. Женщина держала его за руку. Нет, не просто держала, а как будто контролировала каждое движение, предостерегая от возможной опасности. Это насторожило Илью, и он сделал шаг в сторону, чтобы лучше рассмотреть их. И тогда это произошло. Мальчик едва заметно поднял руку к груди, согнул большой палец, накрыл его остальными и сжал в кулак. Быстро, незаметно, точно и тихо, словно это было таинственное заклинание, которое могло освободить его от гнета. Илья узнал этот жест. Это был сигнал помощи для тех, кто не может говорить вслух, но хочет, чтобы их услышали. Он знал его по тренировкам. Сердце Ильи сжалось от пульсации тревоги и понимания ситуации. Он уже не мог отвести взгляд. Внутри него будто что-то переключилось, обострившись. Мальчик просил о помощи. И, казалось, никто, кроме него, этого не заметил. Илья остался стоять неподвижно, сохраняя внешнее спокойствие, но внутри уже просчитывал варианты, как помочь этому несчастному ребенку. Он перевел взгляд на женщину. Лицо вроде бы нейтральное, но глаза слишком настороженные, как у диких животных, готовых к побегу. Она постоянно оглядывалась, как будто чего-то боялась, мимолетно бросая взгляды в сторону улицы и машины, что проходили мимо. Мальчик после сигнала застыл, будто и не надеялся, что кто-то отреагирует. Он не плакал, что было еще более тревожным знаком. Видно было, что он уже давно разучился это делать, как и выражать свои чувства. Илья медленно подошел ближе, притворившись, что ищет номер автобуса. Словно между делом достал телефон, не привлекая внимания, и отправил короткое сообщение с координатами в экстренную службу. Он был натренирован на быстрое реагирование, и сейчас этот навык оказался жизненно важным. Он подошел и вежливо обратился к женщине. «У вас очень милый сын. Сколько ему?» Женщина сразу напряглась. Ее рука сжала запястье мальчика сильнее, словно пытаясь сжать его, как в ловушке. «Не ваше дело», — отрезала она резким голосом, в котором проскальзывала агрессия и нетерпение. Илья сделал вид, что не заметил резкости, понимая, что ему нужно действовать. «Простите, просто у меня племянник примерно такого же возраста. Хотел сказать, что похож», — тихо сказал Илья с доброй улыбкой, надеясь разрядить атмосферу. Мальчик поднял глаза. Их взгляды встретились, и в детском взгляде читался страх, надежда и безмолвная мольба. «Не уходи». Он снова поднял руку. Медленно. Проверяя, поймет ли Илья его, он понял и больше не сомневался.
Мальчик был в беде, и его внутренний голос настойчиво подсказывал ему, что время действовать настало. Илья глубоко вдохнул холодный воздух, наполняя легкие энергией. Его тело было напряжено, но лицо оставалось абсолютно спокойным, как у человека, обладающего даром видеть подлинную правду. Он понял, ждать полицию уже не вариант. Каждая секунда может стоить ребенку безопасности или даже жизни. Он сделал еще один шаг ближе, достал из кармана упаковку жевательных конфет и, улыбнувшись, сказал: «Извините, можно я угощу его? Дети обычно любят сладкое». «Не надо», — почти прошипела женщина, инстинктивно отстраняя мальчика назад, как будто он был ее собственным золотым слитком, за которым нужно бережно следить. Но именно в этот момент мальчик, почувствовав, что шанс рядом, сорвался с места, вырвался из ее руки и бросился к Илье, прижавшись к его ногам, словно ища защиту. Илья тут же наклонился, прикрыл его корпусом, прижал мягко, но надежно, создавая защитный круг вокруг ребенка. Женщина бросилась следом, но он встал между ними, не давая приблизиться и не позволяя насилию вернуться. «Это мой сын!» — выкрикнула она, пытаясь вырвать мальчика из его рук. Илья остался твердым, не дергаясь и не испугавшись ее крика. «Тогда вы не будете против подождать полицию?» Спокойно, но твердо сказал он, удерживая мальчика на безопасном расстоянии. Женщина замерла. На ее лице промелькнула тень паники, и она оглянулась, будто искала пути бегства. Но было уже поздно. Вдалеке раздалась сирена. К остановке подъехала полицейская машина. Мальчик не плакал. Он только сильнее вцепился в Илью и поднял на него глаза, полные доверия и даже благодарности, что именно он оказался рядом в этот трудный момент. Полицейская машина остановилась с визгом. Из нее выскочили двое офицеров с быстротой и ловкостью, присущими только настоящим профессионалам. Один из них бросился к Илье. Ребенок подал сигнал бедствия. Женщина, не его мать, пыталась вырвать его у меня. Четко и ясно сообщил он, смотря с недоверием на женщину. Офицеры действовали молниеносно, предпринимая необходимые меры предосторожности. Один подошел к женщине, требуя у нее документы. Женщина резко дернулась, попыталась убежать, но ее тут же повалили на землю и надели наручники. Мальчик не вздрогнул, будто знал, теперь он в безопасности, как птица, выпущенная из клетки. Когда женщину посадили в полицейскую машину, Илья опустился на корточки перед мальчиком. Он не знал, что сказать, но мальчик просто смотрел на него, а потом тихо прошептал: «Спасибо, дядя». Офицер, стоявший рядом, наклонился к ним. «Этого мальчика ищут уже 2 недели. Похищение в Нижнем Новгороде. Его фото висит у нас в отделе. Вы его спасли». Илья выдохнул, ощущая, как пропадает напряжение. На душе разлилось не чувство гордости, скорее тихое облегчение. Он оказался в нужное время, в нужном месте. И заметил то, что другие прошли мимо, пренебрегая сигналами тревоги, которые возносил крик о помощи. Через несколько часов в отделении Илья услышал больше подробностей о похищении. Женщина, задержанная на остановке, оказалась бывшей воспитательницей из частного детского центра, уволенной несколько месяцев назад после множественных жалоб родителей. Ее имя — Светлана Рогова. По словам следователей, у нее уже было заведено дело за психологическое насилие над детьми, но тогда доказательств оказалось недостаточно. Она исчезла вскоре после увольнения, не появлялась по месту жительства, словно слилась с тенью. Выяснилось, что мальчик, Сева, исчез после прогулки с няней, которую Рогова обманом вывела из строя, подбросив ей забытое лекарство в кофе. Камеры наблюдения зафиксировали, как Сева уводят от двора. Светлана выдала себя за дальнюю родственницу и за считанные минуты исчезла с ребенком из поля зрения.
Зачем? У нее не было своих детей. По предварительной версии, женщина страдала расстройством привязанности, хотела заменить себе потерянную семью, построив новые отношения с другим ребенком. Ее квартиру уже обыскали. Там нашли вещи Севы, фотографии, детскую одежду, игрушки, аккуратно разложенные по полочкам. Но самой страшной оказалась детская записка, нацарапанная на обратной стороне коробки из-под печенья. «Мама, папа, я вас жду». Эти простые, но гнетущие слова могли рассказать о глубоком внутреннем страдании, о безысходности, которую переполнял этот малыш. Позже, когда Севу обняла его настоящая мать, рыдая от облегчения и находя утешение в своих объятиях, Илья стоял в сторонке, не вмешиваясь. Просто наблюдая за трогательной сценой, он понимал, что сделанное им не прошло даром. Он не чувствовал себя героем. Он просто сделал то, что должен был. Тем самым он преодолел барьер между обыденным и экстраординарным, ощутив, как его действия изменили чью-то жизнь, вернув ее к реальности. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.